Чтобы понять важность этой темы, надо вспомнить, что конь сопровождал человека с глубокой древности. Он был боевым товарищем и помощником земледельца. Поэтому и в мифологии это тоже отразилось. У древних славян конь ассоциировался с восходом и закатом солнца, соответственно, с возрождением жизни и ее умиранием. Конек на крыше – это солярный знак, это оберег, это символ благоденствия дома. В христианской мифологии конь стал символом мужества и благородства. Если говорить о русском языке, то конь и лошадь – эти два слова у нас взаимозаменяемы. Но между тем Владимир Иванович Даль отмечает, что если конь, слово исконно славянское, означало коня могучего, сильного, красивого, то лошадь, пришедшая к нам из тюркских языков, это конек вообще, любой конек. С течением времени отношения лошади и человека стали меняться. Особенно сильно это стало заметно, когда стала нарастать промышленность и развиваться города. И к середине XIX века в литературе очень популярной стала наряду с темой страданий маленького человека и тема страданий лошади. Здесь большой вклад внес Николай Алексеевич Некрасов своим циклом о погоде, где среди других эпизодов описывается и такой. Под жестокой рукой человека, чуть жива, безобразно таща, надрывается лошадь-калека непосильную ношу, волоча. Вот она зашаталась и встала, но погонщик полено схватил, показалось, кнута ему мало, и уж бил ее, бил, ноги как-то расставив широко, вся двемясь, подаваясь назад, лошадь только вздыхала глубоко и смотрела. Так люди глядят, покоряясь неправым нападкам. И опять по спине, по бокам, забегая вперед по лопаткам и по плачущим кротким глазам. Все напрасно. Кличонка стояла, полосатая вся от кнута, лишь на каждый удар отвечала равномерным движением хвоста. Это праздных прохожих смешило. Каждый вставил словечко свое. Я сердился и думал уныло, не вступиться ли мне за нее. В наше время сочувствовать мода. Мы помочь бы тебе и не прочь, бессловесная жертва народа. Да себе не умеем помочь. А погонщик недаром трудился. Наконец-то он толку добился. Но последняя сцена была отвратительней первой для взора. Лошадь вдруг напряглась и пошла, как-то боком, нервически скоро, а погонщик при каждом прыжке в благодарность за эти усилия поддавал ей ударами крылья, а сам рядом спешил налегке. Получается, что человек, отрываясь от земли, от своих нравственных устоев, утрачивает уважение к своей помощнице лошади. При этом появляется удивительная жестокость, какое-то патологическое упоение битьем. Человек сам мучается, но и вымещает свою злобу на лошади. У Некрасова возникает сильная деталь, вот эти плачущие, кроткие глаза. Глаза зеркала души. Здесь страдания лошади не только физические, но и нравственные. Она чувствует унижение, она чувствует неблагодарность. И все это произвело совершенно неизгладимое впечатление на Достоевского, который обращается к этой некрасовской теме дважды. Первый раз в 1866 году в романе «Преступление и наказание» – это сон Раскольникова. И второй раз уже на прошествии 12-14 лет в «Братьях Карамазовых». В главе «Братья знакомятся» Иван пересказывает Алёше вот это стихотворение Некрасова, говоря, что у Некрасова это описание просто ужасно. От этого стихотворения Иван переходит к страданиям уже детей и рассказывает несколько эпизодов, когда детей или секут, или издеваются над ними какими-то иными способами. И главная мысль, суть бунта Ивана Карамазова, он не принимает мир, в котором Бог пускает вот эту вот неискупленную слезу ребенка. Кстати, в том же 1866 году Василий Перов создает свою знаменитую картину «Тройка». Эта картина – продолжение ассоциативного ряда, где сопоставляются страдания лошади и страдания детей. И в то же время это вот такое трагикомическое переосмысление гоголевской Руси тройки.
Если же рассмотреть внимательнее сон Раскольника в романе «Преступление и наказание», то здесь очень много прямо текстуальных совпадений со стихотворением Некрасова. Ну, например, у Некрасова «Чуть жива, безобразно таща, надрывается лошадь калека», и у Достоевского в большую такую телегу впряжена была маленькая, тощая, соврасая крестьянская лошаденка. Или «Ну, погонщик полено схватил, показалось, кнута ему мало». И у Достоевского тоже Миколка бросает кнут, нагибается, вытаскивает оглоблю и начинает бить уже оглоблей. Плачущие кроткие глаза повторяются и у Некрасова, и у Достоевского. Родион видит, как лошадку секут по глазам, по самым глазам. И даже вот такой эпизод, что у Некрасова лошадь отвечает равномерным движением хвоста, это смешит прохожих. Вот этот общий смех еще усилен у Достоевского. Там, не выдержав ударов, лошаденка начинает легаться, а вокруг раздается хохот. Тем не менее, у Некрасова и у Достоевского есть очень важные отличия. Если в стихотворении Некрасова лошадь остается жива, она напряглась, пошла нервически скоро, но все-таки двинулась с места, то Миколка становится сбоку, начинает бить уже ломом, и лошадка умирает. А Миколка кричит «Мое добро!», как будто бы жалея, что уже некого больше бить. И абсолютно по-разному свидетели этого происшествия реагируют на происходящее. Если лирический герой Некрасова просто отмечает, что он сердился, думал, не вступиться ли, но все такими рассуждениями внутренними и кончается, то маленький Родион Раскольников, этот 7-летний мальчик, бросается к отцу, бросается к седому старику, потом, наконец, целует уже мертвую голову лошади и со своими кулачонками бросается на Миколку. То есть здесь нет вот этого вот безразличия, этого созерцания, есть желание вмешаться. И надо сказать, что Родион, он вообще не может переносить страданий человеческих, и после этого сна он представляет, как он будет убивать старуху-процентщицу, и понимает, что он этого не может сделать. «Я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей», — говорит он. Но в то же время сон показывает и корни идеи Раскольникова. Вот поскольку никто за страдающую лошадь не вступается, то маленький мальчик вынужден взять восстановление справедливости на себя, и он бросается со своими кулачонками на Миколку. А повзрослев, Родион опять видит, что никто не исправляет мир, что все мирятся с теми несчастьями, которые происходят вокруг каждый день, и тогда он решает, что он должен взять на себя право творить суд, изменять мир, а значит замысел убийства тоже должен осуществиться. Отголоски этой лошадиной темы можно встретить во многих других произведениях. Это и «Коняга» у Салтыкова-Щедрина, это «Холстомер» у Толстого, Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» и Чингиз Айтматов «Прощай, гульсары». Этот ряд можно еще больше продолжать. Значит, давайте подведем итоги. Значит, человек, когда он эгоцентрически отрывается от первоначальной патриархальной цельности мира, перестает осознавать и свою связь с другими людьми, и связь с природой и с животными, в том числе с лошадьми. Фактически происходит такая космическая катастрофа. Мир рушится. При этом утрачивается сочувствие и сострадание, каждый ощущает только свои беды и горести, а человек еще, кроме того, начинает истязать более слабых, ну, в частности, лошадей, детей, вымещает на них свои обиды, впадает в грех, нарушает главнейшую заповедь «не убей» и так далее. Причем жестокость человека доходит до патологии, до какого-то бесовства, что тоже не случайно, потому что если в сердце нет места Богу и его заповедям, то его место занимает дьявол и всяческое зло. Литература по этому поводу бьет тревогу, и поэтому обращение к теме плохого и хорошего отношения к лошадям – это не частность, это не случайность, это символ важнейшей философско-нравственной проблемы.